Так, гадание для Девы. Мы почистили энергетику, пространство. Карты, выбор карт. Я сама затрудняюсь, поэтому привлекаю вас. У нас есть широкоформатные карты «Золотое Таро». Есть абсолютная классика карты Уайта. Есть Таро карта Ленорман. Есть повседневный оракул, кстати, очень интересные карты. Есть Таро цветов. А вы выбирайте пока, вот смотрите, какие карты вам больше нравятся. А потом посмотрим, с кем у нас сошлись мысли. Таро цветов. На каждой карте какой-то цветок изображен или цветущее растение. Есть гигантская Таро Кроули, чудесные карты, такие наглядные. Есть царское Таро, видите, сверкают позолотой, слепят глаз. Есть Таро Марчетти, скорее они для повседневного употребления подходят. Есть Напа Таро. Новые карты, красивые достаточно. Есть вот только старшие арканы с такими мультяшными иллюстрациями, подписи на болгарском языке. Есть Таро Висконти, очень хорошие. Чем они хороши? Ну, они тоже позолоченные, такие, знаете, сверкающие, богатые. Таро Кошачий глаз, на каждой карте кошечки изображены. А вот трепетно завернутой резиночкой испанское Таро, колода, в которой 100 карт. Не 78, как в других, а 100 карт. Здесь 2 набора старших арканов. Есть какой-то особый смысл в этом. Таро Средневековья. Это вот вообще карты не для гадания, но просто похвастаться, что у меня есть Венский сецессион. Да, Limited Edition. Всего 3000 экземпляров. У меня 2810. Очень интересные карты. В начале 20 века известная художница австрийская их создала. Они изначально не приспособлены для гадания вообще. Здесь цели другие, но все равно. Когда-нибудь у нас с вами руки и до них дойдут. Сейчас же просто вам покажу. Обязательно нужно заняться. Я приношу свои извинения, друзья. Я понимаю, как вас это раздражает. Ну, видите ли, если я буду ждать, когда умолкнут все кошечки в моем доме, то я ничего не запишу. Нам нужно просто игнорировать эту тему, и она сама замолчит. Есть классического формата, как раз пока мы дойдем до гадания, она замолчит. А сейчас просто такая у нас прелюдия, увертюра, медитация, мы настраиваемся на гадание. Вот такие сильно запользованные Таро Кроули обычного формата. Есть так называемые классические Таро, есть двусторонние Таро. Ну, я уж решила все вам показать, да? Двусторонние Таро, карты без рубашек. Есть Таро поиска, очень оригинальные. Они, может быть, не очень красивые, но в практике гаданий они все-таки откровенные карты. Есть вот такие вот карты, так знаете, до дна подноса дошла и поняла, что его надо помыть. Вот. Таро импрессионистов, это, ну, по мотивам картин импрессионистов, да, это снова бытовые карты Ленорман. Тоже очень сильно использованные, потому что я каждый день их использую, когда говорю с людьми в скайпе. Это марсельское Таро, мне очень нравятся эти карты сами по себе. Вот. Ну, тут и помоем поднос. Это, по-моему, называются секрет Таро карты, в них интересные иллюстрации. Почему-то редко я их достаю, да? Обращали внимание? Вот. Вот такие вот. И, наконец,
Ну, это у меня в других студиях, в других комнатах, но я их называю студии. Еще есть карта. Вот. А это всем известный Таро 78 дверей. Что выбрали вы? Какие вам понравились карты? Давайте вместе подумаем. Так, речь идет о Деве, а значит, нужно что-то такое строгое, но содержательное. Карты, которые могут иметь альтернативный смысл, потому что все девы отличаются чем? Правильно, альтернативным мышлением. Ну что, помогите мне, я не знаю, я не слышу ваши голоса. Что думаете? Ну, я думаю, что как раз вот. Таро Кроули. Давайте возьмем Таро Кроули, вот эти вот большие гигантские карты. И есть еще маленькие, мы можем их как-то сочетать. Это же очень интересно, да, две колоды одновременно. Мне кажется, что для Девы с аналитическим умом, с умением выворачивать даже самое простое наизнанку, подходят эти карты. Вот они. Это всем известные уже, знаете, это набившая и приевшаяся вот эта рубашка этих карт. Первые три карты я достану вам на работу. Что вас ждет на работе? Ну и вообще в околорабочей, в околопрофессиональной сфере, в вашем бизнесе, творчестве, каком-то сотрудничестве. В общем, работа. Хорошо? Первая карта. Нужно иметь очень длинные пальцы, чтобы перемешивать эти карты. Карта для пианистов. Первая карта на работу для Девы. Угу. Ну что ж, она сразу очень даже хорошая, десятка кубков. Она называется изобилие или счастье, ну изобилие скорее. И описывает она действительно изобилие всего, что вам нужно, всего, что вы можете представить вообще для себя в работе. Изобилие в первую очередь положительных эмоций, потому что это кубки, эмоциональная масть. Вы будете счастливы на вашей работе, но быть счастливым на работе можно в разные совершенно моменты. Да? Если это работа любимая, то вы счастливы каждый день, когда туда приходите. Если это не любимая работа, то вы счастливы, когда уходите, покидаете и хлопаете громко или тихонько дверью. Кто-то счастлив коллективом, отношениями, кто-то счастлив, собственно, содержанием работы, то есть своими должностными обязанностями. Каждый, конечно, в это слово изобилие вкладывает, безусловно, свое. Но одно только понятно, что счастье из самых положительных эмоций работа вам ваша принесет вот через край. Это может быть и новая работа, и вы тоже счастливы, потому что вы ее нашли, потому что вас туда приняли, потому что, ну вот все оказалось так прям радостно и хорошо. И десятка кубков – это еще эмоции не только ваши, но эмоции коллективные. Коллективные эмоции, общие успехи для компании, например, или для вашего отдела. На десятке кубков мы всегда видим людей, которые совместно радуются, потому что что-то выиграли, победили в каком-то социалистическом соревновании, вместе заработали, договорились. Если у вас какой-то клиентский бизнес, то эта десятка кубков описывает вам довольных, счастливых ваших заказчиков, которых вы удовлетворили и которые, надеюсь, в свою очередь удовлетворили вас. Ну что ж, очень даже неплохое начало. Вторая карта на работу тоже для вас. Еще лучше. Аж туз пентаклей достала, да? Видите, какая добрая колода, это к вам. Не случайно мы ее выбрали. Туз пентаклей.
по традиции считается счастливейшей картой в колоде Таро после появления туза пентаклей по правилам, ну вот каким-то принятым старым, вообще-то не гадают, чтобы не спугнуть птицу счастья, удачу, чтобы не спугнуть. Мы, конечно, продолжим, однако больше и, не знаю, счастливее туза пентаклей мало, наверное, можно вытащить из колоды карт. Новые возможности, самое главное, что вам туз пентаклей обещает, новые возможности потрясающие, очень большие. То есть это какой-то захватывающий дух проект в работе, в профессии, в творчестве, в бизнесе. И проект этот обещает как деньги какого-то нового уровня, на порядок больше заработки, либо, вернее, как деньги, так и все остальное. Радость, удовлетворение, ваша востребованность, возможность применить свои таланты, да, вот, что для девы очень важно, потому что я всегда всем девам, с которыми мне приходится общаться лично, обязательно про это сообщаю. Самая главная задача – это применить мозги. Нет ничего хуже, чем ментальный, такой когнитивный застой для девы. Это очень разрушительно, именно для представителей вашего знака. Вот. И туз пентаклей обещает, естественно, новую работу, как, знаете, такой большой великий шанс, что вот вас возьмут куда-то в какую-то компанию, о которой вы прежде мечтать не могли. Это может быть и карьерный рост уже в известном коллективе, на вашем постоянном месте работы. Все тузы — это единицы, значит, они открывают масть. Вот десятки закрывают, а тузы открывают масть, единицы. И каждый туз — это такая вспышка, поток энергии, то есть возможность начала, вот что-то такое вот начать. Иногда, это крупная денежная карта. Иногда туз пентаклей может вот примитивно по-бытовому проигрываться. Деньги, отработай деньги. То есть вам выплачивают какую-то сумму гонорара, премию, может быть, прежде задержанную какую-то зарплату, матпомощь. Я думаю, что все, что я перечисляю, очень и очень хорошо. Третья карта. Третья карта на работу. Может ли быть лучше? Вообще сочетание уже редкое и очень такое счастливое для вас. Третья карта. Ах, тоже хороша. Тройка кубков. Праздник. Праздник довольства. Она обозначает довольство. Любые ситуации в работе, в бизнесе, когда вы довольны отношениями с людьми, довольны заработками, довольны новой работой, довольны рабочим местом, в конце концов, своим, и всем. В общем, абсолютно праздничные карты, не к чему придраться, как все хорошие карты. Они, в общем-то, и не дают советов. То есть в этом же и суть, наверное, отчасти теории Таро, в том, что плохие карты придуманы, чтобы советы давать. Туда ходи, сюда не ходи, это делай, об этом не думай. А хорошие карты, это просто, знаете, такое счастливое предсказание о благосклонной судьбе. Описывает какой-то праздник, и принимайте дары, принимайте подарки этого июня в виде хороших отношений, доброго коллектива, возможно, кстати, нового, в виде денег, заработков, праздники какие-то. Когда встречаются десятка кубков и тройка кубков, часто бывает праздник, в буквальном смысле застолье. Например, 20 лет исполняется вашему магазину, вашей компании, и вы собираетесь, естественно, празднуете. То есть это какие-то корпоративные посиделки могут быть. Дальше деньги, непосредственно деньги. Когда с работой все так блестяще, то, наверное, и с деньгами будет хорошо. Мы
под аккомпанемент такой сегодня будем с вами разговаривать. Видите ли, где-то наверху, я вам сейчас расскажу, постоянные зрители знают, где-то наверху вот эти злые ангелы решили, что в каждом моем видео на ютубе должен быть брак по звуку, обязательно. И как бы я ни подготовилась, что бы я ни сделала, обязательно неожиданные какие-то возникнут препятствия со звуком. И с картинкой тоже, но чаще со звуком. Вот видите, сейчас бес вселился в котенка. Ничего нельзя поделать. Перегадывать мы не будем, правда же? И останавливаться, раз уж такая карта пошла хорошая. Мы же спугнем энергетику. Поэтому, наберемся терпения. Это проверка на стрессоустойчивость будет для вас. Теперь деньги. Первая карта про деньги. Ага, тройка мечей, старые печали. О деньгах печалиться придется, но что хорошо, это печали не новые. То есть это не обманы, не потери, не ссоры денежные, которые вот нынешние, которые в июне будут. Нет, но старые. Да, дадут о себе знать, напомнят о себе знать какие-то старые промахи, долги, а может быть, это просто груз прежних каких-то дурных эмоций, связанных с деньгами. Например, у вас там полгода назад, может быть, были неприятности денежные, какой-то дефицит, недостаточность ресурсов каких-то. Вот. И вы почему-то про это не забыли, а продолжаете помнить и продолжаете страдать. Тройка мечей, вот, кстати, плохая карта, естественно, она сразу спешит советом. А совет такой: забудьте, выкиньте из головы настоящих, реальных, по крайней мере, уместных, своевременных поводов печалиться о деньгах. У вас нету, а печалит вас что-то, где вы уже опоздали печалиться, уже поздно, понимаете, об этом думать. То есть это надо выбросить из головы. Это не ваши кручины теперь уже, это кручины либо других людей, либо времени. Это кануло. Дальше. Карта вторая на деньги для девы. Будет вот такая. А вот это уже денежная, хорошая. Это рыцари, пентаклей, да. Это крупная денежная карта. Обозначает не что иное, как приход денег, доход. Денежные суммы в чистом виде, которые к вам в руки попадают. Это, естественно, и зарплаты, и премии, и прибыли, и всякие дивиденды от прежних успешных вложений. Это могут быть и случайные деньги, подарки, какая-то материальная помощь от кого-то. Это могут быть выгоды от сделок, когда вы что-то продаете или выгодно покупаете. Карта очень активная, подвижная, описывает такой массовый денежный оборот. То есть деньги приходят, уходят, крутятся, что называется. Вот. Но это достаток, безусловно, это крупные пентакли. Они описывают достаток. Да, кстати, и рыцарь — это, безусловно же, человек. Это какой-то человек, это какое-то лицо, причастное к вашим деньгам. Выгодное знакомство, может быть, новый человек, от которого теперь зависят ваши деньги. Это может быть новый начальник. Вы выходите на новую работу, и вам предстоит познакомиться с начальником, который и будет теперь решать, сколько вам платить, выписывать вам премию или нет. И, судя по всему, этот человек на вашей стороне, доброжелательно к вам настроен. И третья карта о деньгах для девы. Вот такая. Снова пентакли, снова денежная масть, двойка пентаклей. Очень спешит с советом легко относиться к деньгам. И, кстати, вот она уже точно, напрямую описывает денежный оборот. Обратите внимание, что вот эта змея, которая как бы объединяет эти два пентакля, сложилась в восьмерку, знак бесконечности. И двойка пентаклей, вроде бы не крупная карта, но очень насыщенная таким философским смыслом. Она в целом во всех ситуациях описывает круговорот чего-либо в природе. Она подтверждает, что энергия никуда не девается, не исчезает и не родится, а только
переходит из одного состояния в другое. И это вот подумайте о деньгах, да, вот этот принцип применительно к деньгам. Получается так, что и деньги тоже наши, когда мы их тратим куда-то полезно или глупо, никуда не деваются, а они только переходят для нас в другой какой-то вид энергии. Деньги уходят и возвращаются. Видите, карта и какую-то определенную бренность бытия описывает. И в то же время карта очень оптимистичная. Она обещает успех, в том числе и денежный, тем девам, которые найдут в себе силы очень легко, знаете, может быть, даже где-то по-детски, наивно обращаться с деньгами. Она советует денег не жалеть. Чем больше будет вот именно воздуха, движения в вашем кошельке туда-сюда, тем вот это вот будет все лучше. Никакого застоя. Карты не советуют беречь деньги. И еще по двойке пентаклей сходятся концы с концами, так говорят. Сходятся концы с концами. То есть хватает на что-то, на что прежде не хватало. Может быть, вы копили на крупную покупку, автомобиль там какой-то поменять. И теперь раз, и вдруг вот сошлось, как по волшебству, наконец-то получилось. Все очень хорошо. Очень весело выглядит ваш июнь пока. Но впереди у нас еще любовь. Великая и ужасная, да, которая может как украсить жизнь, расцветить ее, так и сделать беспросветно серой. Посмотрим, что вас ждет, какие советы карты на любовь вам дадут. А мелкие карты, я же обещала, что вот эти вот близнецы маленькие тоже будут участвовать, но еще ни одну не вытащила. Раз, вот так вот сразу, да, старший аркан вам выпадает. Это, кстати, первый старший аркан за сегодняшний расклад для вас. Нулевой аркан – это карта шут, она так и называется. И обозначает она начало. Это первая карта в ряду старших арканов. Даже не первая, она нулевая. Точку отсчета чего-либо описывает эта карта. Ну, точку отсчета чего-либо. Проще всего представить начало романа, начало отношений. Это, знаете, кто-то, а кто, я не помню, сравнил вообще знакомство, ну вот любовное, романтическое знакомство именно с этой картой шут, потому что здесь присутствует, ну вот это именно энергия начала, это встреча двух новых людей, соответственно, встреча двух разных миров, и начало с нуля возникает, родится чувство, которое потом вы назовете любовью, а может быть, еще позже назовете ненавистью, ну, мы не будем так далеко заглядывать, да? Вот. А второе, в этой карте есть безумие. Он же он дурак, он безумен. И правильная любовь, настоящая любовь, друзья, очередная тема для моей программы «Вопросы и ответы», начинается всегда с безумия. Надо, чтобы вы оба, как минимум два участника этого безобразия, потеряли голову, стали хоть на какое-то время безумными, абсолютно лишились способности рационально мыслить и критически оценивать себя и друг друга. Вот о чем эта карта. Это шанс влюбиться очень сильно с абсолютной потерей головы. И это шанс начать новые отношения. Но не только отношения. Это ваш, может быть, шаг в другую неизвестность, в свободную жизнь также. С таким же успехом эта карта обозначает уход из отношений, из брака даже, развод. Это внезапно возникший умысел развестись, понимаете, да? И тогда это безумие вот в этом, дух свободы, что вы освобождаетесь от каких-то пут, ну, обременительных отношений, например, от каких-то ненужных обязательств. Во всех случаях карта обещает перемены и говорит, что в июне в вашей личной жизни ничего не останется как
прежде. Иногда, опять же, в буквальном смысле может проиграться и обозначает дорогу. 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 Рискованную, дальнюю, может быть, ненужную, неоправданную с точки зрения материальных затрат, потому что сейчас дороги очень дорогие. Я вам так скажу, просто неприлично дороги стали дороги. Нам любые дороги дороги. Вот. Дорога к любимому человеку. Или приезд его к вам. О, махнул на всю рукой и прилетел к вам с другого континента. Вот прям продал квартиру и на все деньги купил авиабилет. Дальше вторая карта про любовь. А что советуют, кстати? Мы же обращаемся к советам. Карта Шут, да, как любой старший аркан, советов много дает. Побольше безрассудства, побольше легкости, поменьше занудства, поменьше математики в любви. То есть вы должны, от вас свободный касса ждет время. Вы должны что-то не считать и с чем-то не считаться. Отчаянный поступок можете совершить. Ох, позвать кого-то на свидание, написать. Степень отчаяния, уровень, да, отчаяния у всех очень разный. Вы можете кому-то написать любовное письмо. Напишите сначала мне. Если вас подмывает кому-то написать любовное письмо, я всем говорю, сначала пришлите это письмо мне на редакцию, а я вам скажу, отправлять его или не отправлять. Хорошо? Могу подправить там что-то. Вторая карта. Ого, туз жезлов. Это тоже начало, видите? Мы склоняемся к началу романа, к началу великой страсти. Туз жезлов. Вот я же говорю вам об этом. Туз жезлов – главная карта мужской силы в колоде Таро. И она говорит, что... Но она описывает чей-то страстный интерес, мужской интерес. То есть общение или знакомство с каким-то очень активным мужчиной. Активным во всех смыслах. Самое главное, что он проявляет свою эту активность по отношению к вам. Приглашает на свидание, что там подарки дарит, пушит хвост, ну и так далее. Вот. Туз жезлов – это опять же начало романа, начало великой страсти, начало и вообще возможность, опять же, подключиться к чему-то новому и поменять жизнь через любовь, через страсть. Кстати, туз жезлов очень советует торопиться. То есть шансы, которые по жезлам приходят, вообще по любым и в любой теме, возможности и люди, которые приходят по жезлам, требуют скорости решения. На это все надо быстро соглашаться, понимаете? Если вас кто-то срочно замуж позовет прямо завтра, то не будет времени. Если отложите, задумаетесь или захотите цену набить, то упустите все. Это вообще очень, знаете, такая выразительная пара карт. Обещает большие возможности и большое счастье, наверное, но и большой риск, и очень большую скорость. То есть подхватить такую заразу в виде такой любви и страсти можно только если прямо авантюрным глазом на это смотреть и там не считать заранее последствий. Это не, две карты не для зануд, я вам так скажу, не для зануд. Это как вспышка, знаете, комета пролетает, и вы либо можете на нее вскочить, ухватиться за нее, либо вот так вот пропустить и будете стоять дальше ждать другую. Не пропустите. Общие советы такие женщинам, девам, естественно, но мужчинам тоже, понятно. Смотрите в оба и будьте каждый день готовы вскочить на эту комету и улететь к вершинам страсти. Видите, как я поэтично выражаюсь. А вот чудесно, я считаю. Новое знакомство, да, да. Вот так, для одиноких дев тут возможности великие.
Ага, и карта Иерофант еще вам тут выпадает. Ну что ж, отчасти это портрет. Все-таки Иерофант — это персонифицированная мужская энергия. Вот видите, мы опять же к портрету мужчина как жестко и близко подходим. Кого мы видим здесь рядом с вами на июнь? Кого вам готовят звезды и небо? Иерофант. Мужчина очень высоких, знаете ли, кристальных принципов. Очень совестливый, высоко духовный, облика морали имеет, верит во что-то. Смотрите, я уже так много перечислила, что вы задумались, а есть ли такие, да, сейчас вообще, вам попадались такие или нет. То есть это человек, безусловно, умный или мудрый, человек, у которого присутствует эмоциональный интеллект. Это такая большая редкость в наше время. И чаще, опять же, прикладное значение карты — человек, который старше. То есть ждите жениха активного, очень достойного, но такого постарше возрастом. С точки зрения карт и звезд считается, что с разницей до 8 лет в обе стороны партнеры считаются еще ровесниками. То есть если мужчина заявляется как старший, значит старше больше, чем на 8 лет. Либо еще есть такой вариант, и Иерофант описывает людей с необычными профессиями, какими-то нестандартными, нетрадиционными. Это учителя и священники, это миссионеры и служители любых культов, от религиозных до политических каких-то. Это может быть профессиональный революционер, наконец, или звездочет. Понимаете? То есть это человек, который делает не совсем то, что все, не торгует, как все, собой. Имеет какую-то оригинальную профессию. Поэтому карты как будто бы ваше внимание привлекают именно к этому человеку. Возможно, даже ему суждено стать в чем-то учителем для вас. То есть вы в его лице найдете, может быть, не только страсть и романтику, но и ведущего человека, на которого захочется походить, повторять за ним что-то, у которого захочется учиться чему-то. Иногда это буквально учиться тоже. Карты любят буквальные смыслы. Может быть, вас ждет роман с вашим преподавателем в университете или на курсах испанского, понимаете? То есть это может быть ваш учитель буквально. Тогда вот он иерофантом, поэтому у вас описывается. Очень даже, я считаю, что это очень даже. Хорошие карты, выразительные, да, обозначают начало. Советуют торопиться, да, советуют, по крайней мере, не слишком откладывайте собственные решения, связанные с личной жизнью. Никаких ссор, никаких обманов, никакого соперничества, никакого злодейства. И карты эти явно не про расставание. Понятно, что если вы сейчас в отношениях, то чтобы начать новые, вам надо сначала закончить старые. Но тут про это нету. Здесь именно только начало. А с окончанием, видимо, вы сами разберетесь. И теперь семья, домашние дела, квартира, недвижимость, родственники. Для девы раз. Так, первая карта. Это, так скажем, так будет привычнее, это паж дисков, паж пентаклей. Паж пентаклей — это хорошие денежные новости, первое. То есть хорошие новости для семейного бюджета. Но мы уже поняли, что вас ждут больше заработки, хорошие заработки здесь, и хорошие прибыли от вашего бизнеса, и полезные очень такие денежные знакомства. Поэтому этот паж описывает и ваше вливание в семейный бюджет. Но точно так же этот ручеек какой-то денежный может открыться и с другой стороны. Ваш муж, например, тоже получит большую зарплату, будет больше зарабатывать, и
больше, соответственно, вкладываться в эту семейную бюджетную историю. А кроме того, пажи — это еще и дети, хорошие новости от ваших детей. И новости какие-то, знаете, практичные. Это могут быть новости про отличные оценки по ЕГЭ или новости о том, что ваш ребенок выбрал какой-то вуз для себя, против которого и вы тоже не против. Оптимистичная такая карта, но и практичная, практическая тоже. Дальше про дом для Девы. Семерка жезлов, по-моему, в этом цикле гаданий всем выпадает в категории семья. То есть я так предполагаю, что июнь будет очень хлопотным, но с возможностями месяцем, вот именно в семейных бытовых делах. А семерка жезлов — это карта доблесть, она здесь подписана. А в буквальном смысле здесь она описывает хлопоты, множественные, местами напряженные, местами лишние, противные какие-то. Но придется о доме хлопотать, побегать, ну, не знаю, по ЖЭКам или по этим регистрационным палатам, если вы документы оформляете, побегать, поискать бригаду для ремонта или для строительства дома, побегать, опять же, похлопотать о детях, чтобы их пристроить на новый учебный год куда-то в более престижную гимназию. Ну, то есть хлопоты, хлопоты, хлопоты. Совет. Спешит карта с советом. Ни в коем случае не останавливаться. Будут сомнения, что это не надо, но гоните их прочь. Сейчас надо все. Семерка жезлов дает такой совет. Сейчас лучше любые действия, чем никаких. Понимаете, как глубоко, да? Любые действия. Даже пустые, напрасные. Все равно это лучше, чем вы дистанцируетесь от семейных дел и сложите ручки. И третья карта. Так я до маленьких карт не... Ну, сейчас дойду. Рыцарь кубков, да, рыцарь кубков — это человек, добрый человек, который у вас дома оказывается. Это может быть приезд друга или какого-то родственника, это может быть просто добрый совет, помощь бескорыстная чья-то вам в ваших домашних или семейно-бюджетных делах. Это может быть и ваша дорога. Не дальняя, ее не назовешь прямо вот таким переездом, но все равно легкая, какая-то увеселительная, обмен эмоциями между членами семьи. И вот, наконец-то, пришел черед вот этих маленьких карт. Я из этой колоды достану вам одну карту — совет. Это будет совет для Девы на целый месяц. В общем, общая энергетика месяца или совет, да. Все зависит от того, какая карта выпадет. Угу. Ну, эти советы уже сегодня прозвучали вам из моих уст. Это туз мечей торопит, карта про время. Она говорит время буквально. Знаете, вот это слово время мы же в двух смыслах употребляем. С одной стороны, время математически, вот когда считаем или спрашиваем, сколько время. А с другой стороны, время, значит, время пришло, время действовать. Вот эта карта как раз об этом говорит. Очень для многого в жизни Девы в июне придет время. Вот прежде было не время вам, например, вот этот роман начинать или там карьеру искать на работе, а вот теперь вот пришло вот так вот время. И это тоже очень ответственно и важно, потому что нужно решительно на вот эти вот шансы, торопящие, может быть, рискованные, соглашаться. И туз мечей говорит, тем состоятельнее и полезнее будет ваш июнь, чем вы сами будете смелее. Вот так. Ну что же, дорогие девы, я очень рада, что вам выпали такие хорошие карты, а мы, надеюсь, еще увидимся.